Костанае проходит 5-й республиканский фестиваль национальных театров Казахстана. За пару дней горожанам посчастливилось увидеть постановки на разных языках и увидеть игру этнических актеров. Спектакли уже отыграли корейские и узбекские труппы. Мы продолжаем знакомить вас с культурой других этносов. Сегодня наши корреспонденты побывали на необычном музыкально-пластическом спектакле уйгурского театра. Ну вот, из 3 звонков в Русском драматическом театре прозвенел уже 2-й. А это говорит лишь об одном. Следующий будет дан прямо перед началом спектакля. Но за эти считанные минуты в зрительском зале пустых мест уже нет. Сегодня, как, впрочем, уже на протяжении нескольких дней в театре, полный аншлаг. Уйгурские артисты приехали с необычной постановкой. В ней все понятно, даже без слов. Мы и трагедию ставим, и комедию, Ну вот иногда хочется как бы отдушина, и для молодежи хочется поставить что-то такое непохожее на другие спектакли. Есть же стандартные, вот есть стандартная драматургия, есть стандартные. Хотелось бы сделать какой-то эксперимент. И вот эксперимент в чем, что в этом классическом спектакле нет слов. Есть очень много символов, есть очень много вещей, которые каждый зритель, он просто будет доигрывать, догадываться и сравнивать свои ассоциации с тем, что происходит на сцене. Начало просто завораживающее для горожан. Такой спектакль в диковинку. Сюжет о непростой жизни пациентов психиатрической больницы. У зрителей он вызвал разные эмоции, от страха до восхищения. Автор сам режиссер Ялкунжан Шамиев. В мире очень много проблем, которые с годами не решаются. Вы понимаете, это не только, это действие происходит не у нас. Это даже не в другой там соседней стране или за рубежом, а это происходит в мире. У нас поэтому спектакль-то начинается с чего? Начинается с психбольницы. Вот 4 девушки попадают в психбольницу, и потом раскрывается их судьба. Откуда это все? Почему они там оказались? Костанай, пусть и хоть и на пару дней, но стал самым культурным городом страны. Ведь сюда съехались представители этнических театров. Горожане увидели игру казахского, русского, уйгурского, корейского и узбекского театров. Мы совершенно разные, мы не должны быть одинаковые. И театры разные, и постановки разные, и люди разные. Знаете, что одинаково? Воспринимается все очень хорошо, да? И когда я после спектакля увидел актеров корейского театра, которые плакали, да, я говорю, что вы плачете? Они говорят, нас никто так еще тепло не приветствовал, как в Костанае. Знаете, мне было очень приятно, потому что действительно Костанайская земля, она намолена, театральная, да. У нас 3 театра в городе только, да, еще 4-й в Аркалыке. Нашему театру через 2 года 100 лет исполняется. Вот, он организован был в далеком 22-м году. Когда кушать нечего было, и первую зарплату, это справки исторические я смотрел, выплачивали людям, просто кормили их, продуктами платили за зарплату. Но насколько важным считалось вот именно открыть не цирк, не что-то еще подобное, там, не какой-то завод, а именно театр. Это людям нужно было тогда, людям нужно это сейчас. Спектакль Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии стал завершающим на фестивале. Уже завтра состоится торжественное закрытие, в котором каждый артист еще раз поблагодарит зрителей и уедет домой с теплыми воспоминаниями о Костанае. Айнура Байгужина, Руслан Джабаев, телеканал Костанай.